На старых картах Осло не найдешь. Раньше он назывался Крестьянией, в честь датского короля Кристиана. 400 лет назад, после трехдневного пожара, деревянная застройка Осло вся сгорела. Так вот, Кристиан полностью все отстроил, в этот раз из камня. Это уже был город в современном понятии, с широкими улицами и четкой структурой кварталов. То, что мы видим и сегодня. В конце 60-х, как раз когда Норвегия нашла нефть в Северном море, в городе появилось метро, которое выросло из сети пригородных трамваев. Начала развиваться сложная система дорог. Стали строиться офисные здания. Вместе с нефтью у Норвегии появились деньги, и их стали вкладывать в том числе в городскую инфраструктуру. Так что Осло стал постепенно превращаться в одну из самых современных столиц мира. Интересно, что современная архитектура Осло началась, когда о нефти здесь никто еще и не мечтал. В 1918 году Арнстейн Арнсберг и Магнус Паульсон выиграли конкурс на проект новой ратуши. По тем временам это было мега авангардно. Да и сегодня здание выглядит достойно. Проект перерабатывался 8 раз. 8 раз! Сложно в это поверить. Но игра стоила результата. Построили и открыли ратуши уже после Второй мировой войны. Форма здания была сделана в тренде функционализма. Это две башни и корпус с центральным залом заседаний со стороны фьорда. На одной из башен установили систему из полусотни бронзовых колоколов. На ней же есть огромные часы, и время они показывают не городу, а скорее капитанам проходящих кораблей. А со стороны города сделана круглая площадь с парадным входом. Финальный проект был вдохновлен Стокгольмской ратушей с ее нордическим характером. В решении интерьера использован национальный романтизм. На фресках показана история страны, в том числе и Вторая мировая война, где норвежцы, в отличие от шведов, сопротивлялись нацистской оккупации. В Осло за все его время существования вдоль изломанной линии берега сложилась развитая зона доков и верфей. Сегодня морской транспорт работает не так, как раньше. Преобладают контейнерные перевозки, и большую роль играют автоматизированные процессы. Такая широкая гавань, как раньше, больше здесь не нужна. Поэтому логически стал вопрос о реконструкции береговой линии. Возрождение и возвращение к городу этих пространств началось в 80-х, закрытие верфи в районе Акербрюге. Это как раз на запад от ратуши. Следующим шагом перестал работать западный ЖД вокзал Вестбан. Позже Дэвид Аджая переделает его в Нобелевский центр мира. Автомагистраль перед морским фасадом ратуши перенесли под землю. Так там получилась пешеходная площадь. Она и стала стартовым импульсом для преобразования всей прибрежной зоны Осло. В начале нашего века подготовили мегапрограмму «Город у фьорда». На месте индустриальных сооружений, магистралей и железнодорожных путей появляются жилье, офисы, культурные объекты и, конечно, парки с паблик-спейсами. Из общественного транспорта остается экологичный трамвай, а автотранспорт уходит в подземные или подводные тоннели. Самая яркая современная архитектура Осло сосредоточилась здесь, на прибрежной территории. Рядом с ратушей на месте железнодорожных путей Вестбана построили музей искусства, архитектуры и дизайна по проекту Яна Кляйхуса. Он же 3 года назад выиграл конкурс на проект Музея революции и достоинства в Киеве. Когда музей в Осло откроется, это будет самый большой музей искусства в Скандинавии. Идея этих ступеней в том, что комплекс взаимодействует с городом на нескольких уровнях. Вместе с Нобелевским центром мира и информационным центром он образует входной двор. И здесь высота первого уровня совпадает с высотой соседей. Следующий объем сделан в уровень с крепостью Акерсхус, которая на противоположной стороне бухты. А самый высокий объем по высоте основного блока ратуши.
Внутри светящейся палочки выставочное пространство. Его называют зал с волшебным светом. Он и стал символом нового музея. Здесь будут проходить временные выставки. Надеюсь, что откроется он уже следующим летом. На восток от ратуши по прямой между домов видна опера «Айсберг». Про нее будет в последней главе этого видео. По прямой на запад музей современного искусства Аструб Фирнли по проекту Ренцо Пьяно. Основали музей еще в лихих 90-х две богатых норвежских семьи Аструб и Фирнли, которые поднялись на морских грузоперевозках. Ренцо Пьяно как раз и использовал в архитектуре корабельную тему. Несущие колонны сделаны с растяжками из тросов и напоминают мачты корабля. Сам музей — это 3 отдельных павильона, облицованных деревом. Здесь располагаются временные выставки, а здесь постоянная коллекция. Просто офисы. И все это соединено единой крышей, которая как бы заключает это в один комплекс. Есть прозрачный слой, который пропускает сюда свет. И здесь вообще можно контролировать уровень света, можно заблокировать этими жалюзями вообще, и будет темно. Там наверху видна терраса с другими выставочными пространствами. Форма музея — это как медиатор, как переходящий элемент от фьорда в городскую среду. Объемное решение по современным меркам выглядит слегка формально. Здесь форма сделана ради формы. Наклон крыши и ее геометрия никаких дополнительных качеств участка не раскрывают. А вот пространство парка рядом приятное и по простоте организации, и по масштабу. Отсюда открывается красивый вид на Ослофьорд. Здесь же есть экспозиция скульптур и пляж Лягушатник. На этом же острове прямо за административным корпусом уже жилая застройка, так что многие люди приходят сюда не из эстетической потребности посмотреть современное искусство, а просто на прогулку или покупаться с детьми. Отходим дальше от центра города, но остаемся все так же недалеко от воды. Это полуостров Бюгдё. Здесь есть музей кораблей викингов. Его почти церковная архитектура сама по себе довольно сдержанная и едва ли тянет на современную. Но совсем другое дело проект его расширения, который сделало датское бюро Аарт. Меня прямо возбуждает их морфологическая находка. Они взяли профили с северного и западного нефов и соединили их инструментом лофт по радиальной кривой. Так новое выставочное пространство организовалось вокруг внутреннего двора. А сакральный крест в плане превратился в милый бантик. Двигаемся еще дальше на запад, на полуостров Форнебу. Вообще это уже не Осло, а его пригород Викен. Но какая разница, ведь здесь 60 лет был аэропорт, который обслуживал Осло. В конце 90-х его закрыли и весь полуостров превратили в технопарк. В память об аэропорте здесь остался кусок взлетной полосы, диспетчерская вышка и пара ангаров. Самые крупные компании Норвегии построили себе здесь штаб-квартиры. Например, Telenor по проекту NBBJ Architects, а нефтяному гиганту Equinor проектировали A-Lab Architects. Этот комплекс здесь самый яркий. Он напоминает и Министерство дорог в Тбилиси, вот здесь ссылка на него, и на шоурум Витры в Базеле по проекту Herzog и de Meuron. Это небрежно разложенные бруски из игры Дженга. В точках их соприкосновения проходят лестничные ядра. Пространство фойе на первом этаже накрыто прозрачной криволинейной оболочкой. Каждый брусок имеет 3 этажа в высоту. Модули по-разному ориентированы, чтобы оптимизировать внутренние условия дневного света и создать разные виды на фьорд. А на нижних поверхностях консолей, примыкающих к главному входу, сделаны цветные абстракции. По пути от технопарка на окраине к бизнес-центру в самом сердце современного Осло есть кузня авангарда норвежской архитектуры. Это офис Снахетты.
Название они взяли у пика горы в центральной Норвегии. Это те самые архитекторы оперы Айсберга. Сидят они недалеко от нее самой, в портовом районе, в бывшем складском помещении, сверху похожем на стиральную доску. При входе их фирменный логотип на украинском флаге с красными дверями. Внутри криволинейная поверхность из пакетов с водой формирует центральное пространство. Такую люстру сделали для какой-то вечеринки. Она всем так понравилась, что ее решили оставить. Вода улавливает свет, отражающийся от поверхности фьорда, и распределяет по студии вместе с дискоболом. Офис очаровывает своей непретензиозностью. Все сделано красиво и качественно, но без шика. Таким и должно быть творческое пространство. Бизнес-квартал Barcode, по-русски штрих-код, некоторые называют мини-Манхэттеном. В 2003 году голландцы из MVRDV вместе с норвежским A-Lab и Dark Architecture выиграли конкурс на проект реновации Бьорвика, района между вокзалом и фьордом. Тогда же только один житель Осло из 10 высказывался за предстоящую стройку высоток штрих-кода. Но через 8 лет уже больше половины населения города одобряло дизайн и строительство нового квартала. Штрих-кодом он называется потому, что для каждого из 12 зданий под застройку выделена тонкая полоска. Самый трогательный здесь вот этот жилой дом шириной 7,5 метров. Задумано это, чтобы оставить визуальную связь исторического города с фьордом, так, чтобы этот бизнес-центр не был стеной, закрывающей вид. А так в промежутке между тонкими домами видна и вода, и острова. У каждого дома здесь своя уникальная геометрия и свои яркие паттерны на фасаде. Чувствуется, как архитекторы здесь зажигали в процессе. Самый лучший вид на комплекс с пешеходного моста Акробата. Такое название ему дали за то, как дерзко он подвешен. Конструкция по-инженерному очень красивая. И о сюрприз, детали моста изготавливались в России, в Калининграде. Участок прямо у воды застраивается жильем мечты. На полуострове Сёренга все мечты уже раскуплены и заселены. В конце квартала общественный пляж, а буквально через пешеходный мост музей Эдварда Мунка. Месяц назад в соответствии с программой «Город у фьорда» в Осло открылся очередной музей – музей Эдварда Мунка. Только построенный музей Эдварда Мунка по проекту испанского архитектора Хуана Херрераса. Кроме 4 экземпляров Крика он нарисовал много картин. Но этот слегка фабиальный жест, который делает здание, напоминает как раз Крик. Большая часть площади фасада облицована такими волнообразными перфорированными металлическими листами. Только в некоторых участках открытое остекление, таких как первый этаж и верхняя часть объема, которая как бы смотрит на старый Осло. Новый комплекс стоит на узком искусственном острове. Это не самый распространенный тип вертикального музея. Ты поднимаешься от вестибюля через выставочные залы наверх к крыше-террасе. По пути проходишь научную библиотеку и образовательный центр и смотришь разные виды Ослофьорда и города. Фасад сделан из гофрированных алюминиевых панелей с перфорацией. Благодаря этой серебристой рифленой оболочке вид музея меняется вместе с освещением. Мне творчество Эдварда Мунка кажется странным, и его музей кажется странным тоже, поэтому здесь как бы мэч. В Норвегии Мунк и его творчество сакрализировано, как Тарас Шевченко в Украине или Александр Пушкин в России. Авангардное его переосмысление не очень здесь приветствуется. Вторым после Мунка по значимости норвежским художником и одновременно enfant terrible считается Бьярне Мельгорд. Он устраивал совместную выставку Мельгорд плюс Мунк, которую прогрессивная норвежская общественность не одобрила. На Бьярне даже написали несколько заявлений за фото с голыми мальчиками. Но ему не привыкать, потому что провокация — это часть его творчества. Взять хотя бы его ремейк на инсталляцию Алана Джонса, где мегапокорные женщины представлены в виде мебели. Он изменил цвет кожи и назвал стул расистским. На нем с удовольствием позировала подруга Абрамовича, директор московского гаража Дарья Жукова. Но она уже за это извинилась. Да и я, пожалуй, на всякий случай попрошу прощения.
Бьярне решил пойти дальше и закуситься на святое, на место, где раньше стояла вилла Мунка. Вместе с бюро Снахета, это те, у которых пакетики с водой на потолке, он решил там построить себе дом-студию и уже придумал ему крутое название – A House to Die In – дом, где надо умереть. Концепт дома точно соответствует названию. Те, кто считает, что в Севастополе на Хрустальном строят сюрреалистический театр, пожалуйста, обратите внимание на проект дома-студии Мельгарда. Здесь уровень макабра доведен до максимума. Этим, в принципе, он и крут. Он напоминает недогоревший метеорит, хотя по идее это голова тигра в лоу-поле. Колонны сделаны тоже в форме животных. Их образы встречаются в работах Бьярне. Но сыграла карта сакральности. Местные деятели культуры и СМИ нажаловались на проект городским властям. И финальное одобрение проекта затормозилось под предлогом, что резиденция не впишется в архитектурный ландшафт. Итак, вопрос реализации до сих пор остается открытым. Единственный персонаж в этом выпуске, который расположен не у воды, а на холме Осло, это лыжный трамплин Холменколлен. Последняя версия трамплина, которая сделала архитектурное бюро JDS. Дизайн конструкции меняли 8 раз. Но сам трамплин на этом месте появился первым в мире еще в 19 веке. Со временем архитектура трамплина становилась все важнее, потому что он стал вертикальной доминантой и ориентиром холма. Архитектурное бюро Жюльена де Сметта разработало дизайн последней версии трамплина. Де Смет начинал в Копенгагене с Бьярком Ингельсом с открытого бассейна на канале. В проекте трамплина, по его словам, были важны 3 условия видимости: панорама города, крупный план у подножия склона и вид с платформы наверху. Жест, который делает форма, простой и понятный. Она стремится от земли в небо. Ну или наоборот. Наверху смотровая площадка с видом на все, а внизу чуть ли не античный амфитеатр. Наклонный лифт доставляет лыжников и просто туристов наверх. Под трамплином сделан музей зимних видов спорта с симулятором прыжка, мини-кинотеатром и магазином. В летнее время можно спуститься практически по траектории прыжка на зиплайне. В прошлом году летом рядом с оперой открылась новая библиотека Дейчман Бьорвика. Она названа именем норвежского филантропа Карла Дейчмана. Он завещал свою коллекцию из 6000 книг крестьяне для создания первой общественной библиотеки. В прошлом 2020 году открылась новая библиотека в Осло по проекту Ательер Осло и Лунда Хагема. Чтобы продемонстрировать, насколько правительство поддерживает образование и просвещение в Норвегии, оно выделило под библиотеку самый центральный, самый смачный участок земли прямо рядом с Национальной оперой. Вечером здание напоминает стопку книг со сдвинутым в сторону верхним томом. Четкие грани геометрии и светлый бетон в экстерьере напоминают рядом стоящую оперу. И несмотря на разницу высот, вместе они создают один ансамбль. Так как площадь участка была не очень большая, поэтому часть объема вынесена над главным входом. Это защищает привходную площадь, создает входную группу и в то же время увеличивает внутреннее полезное пространство. 6 этажей библиотеки объединены центральным атриумом. Эскалаторы, балконы, окна, фонари создают выразительное пространство. С каждым уровнем атриум выдает новые пируэты, но при этом ориентироваться в здании легко. Почти 500 000 книг распределены на 6 этажах и тематических секторах. К примеру, детскую литературу можно найти на 1 этаже рядом с кафе и рестораном, а научные издания на самом верхнем, рядом с тихими читальными залами. Так как участок библиотеки находится в эпицентре активности центрального Осло, поэтому входы в библиотеку сделаны с 3 сторон, а первый этаж полностью прозрачным и общественным. Программа библиотеки организована так, что первый уровень самый живой, и потом с каждым этажом атмосфера становится все более и более спокойной и располагает к размышлению и созерцанию. Железобетонный каркас облицован стеклянными, прозрачными и полупрозрачными панелями. Это регулирует инсоляцию и разбивает внутреннее пространство на тихие и активные зоны.
Ночью библиотека превращается в спокойный арт-объект. Архитектурный проект Национального оперного театра в Осло сложно переоценить. Опера в Осло по проекту Снахеты. Бомба своего времени. Здесь использовано много архитектурных приемов, которые после этого проекта взяли на вооружение архитекторы по всему миру. Такие как демократичное прозрачное фойе или пешеходная крыша с общественным пространством на ней. Здесь сочетается чуткая взаимосвязь с историческим центром на западе, с новым бизнес-районом на севере, жилой застройкой на востоке и, самое важное, фьордом на юге. Главный объем ориентирован лицом к старому городу, просторной пешеходной площадью перед ним. С нее ты можешь попасть вовнутрь или же подняться на крышу со смотровой площадкой. Здесь абсолютный чил. В сухую погоду здесь можно зависать часами. Общественные пространства вокруг ядра самого зала, над ним открываются в сторону порта, в сторону фьорда. Со стороны фьорда открывается динамичный профиль крыши с колосниками и пандусом. С этой стороны есть уютный мини-пляж. Попа комплекса обращена в сторону жилых и бизнес-кварталов. Театр расположен на небольшом полуострове-платформе, которая плавно спускается в пространство фьорда. Вся общественная зона облицована панелями каррарского мрамора, который обычно используют для скульптуры. Менее доступные плоскости сделаны более гладкими, а поверхности, на которых ходят больше людей, они сделаны вот с таким рельефом для лучшего сцепления. На фасадах остекленные поверхности чередуются с перфорированными металлическими панелями. Верхний объем оперы с колосниками внутри облицован алюминиевыми панелями с узорами, которые типичны для ткацких станков в Норвегии. Четкая геометричность и холодность мрамора экстерьера контрастируют с мягкостью линий и теплотой древесины в фойе и в самом зале. В центре вестибюля есть футуристический туалет. Его спроектировал Олафур Элиассон, тот самый, который придумал радужное кольцо над музеем в Орхусе. Вот ссылка. Зрительский зал решен демократично. Это классический подковообразный план, который дает хорошую акустику. Сейчас здание оперы играет ключевую роль в застройке Осло. Оно стало первым шагом в программе реконструкции гавани. То, что крыша открыта для горожан, делает его зданием для всех, а не просто символом состоятельности и хорошего вкуса властей. Как уже выяснилось, до 60-х годов вся прибрежная территория Осло была портово-индустриальной. Программа по ее возвращению людям была принята в 2000 году. Она так и называется – «Город у фьорда». Подобные стратегии разработаны для многих прогрессивных городов – Гамбург, Марсель, Барселона и Копенгаген. Несмотря на то, что процесс трансформации еще до конца не завершен, Осло уже выглядит как современный портовый город здорового человека. То есть практически вся береговая линия имеет общественный доступ и, соответственно, обустроена для этого. Первым шагом убирают магистрали с набережной. Обычно их отводят в тоннели под землей или под водой. Это сейчас нужно для набережной Днепра в Киеве. Потом выводят порт за пределы центра города. Такие идеи уже давно есть для Одессы. Конечно, оба шага требуют мегавложений, но для комфортного города рано или поздно это придется сделать, а по современным меркам рано уже не получится. Многие европейские города это сделали во второй половине 20 века. В случае с Норвегией можно подумать, что они все могут, у них миллионы нефтяных денег. Но интересно то, как они этими деньгами распоряжаются. Они инвестируют в инфраструктуру городов, в зеленые технологии. А вот заявку на проведение зимних Олимпийских игр в следующем году они отменили, несмотря на то, что предварительно Осло был фаворитом. Идея потратить 2 миллиона евро на налогоплательщиков на организацию этого спортивного праздника не получила поддержки местных жителей. Кстати, в Гамбурге была такая же история. Получается, это дело приоритетов. Кому-то праздники, а кому-то красивые города. А кому-то и то, и другое. Заявку на проведение Олимпийских игр 2022 перехватил Пекин. Пишите в комментариях, что выбираете вы. Подписывайтесь на канал и на Instagram Архитрип, ссылка в описании.
Кстати, ссылки на источники тоже всегда в описании. Следующий выпуск про Стокгольм.